Всем привет! Это Юрий. Система Fuge. Мебельные кондукторы. Сегодня у нас новый тестовый шаблон. Видео будет недолгим, так как шаблон сам по себе небольшой. Итак, приступим. Скажу сразу, шаблон делался под заказ клиенту. Идея нам понравилась и решили сделать шаблоном на склад для заказа другими клиентами. Начнем о назначении шаблона. Задача у шаблона одна – сверление в плоскость возле торца заготовки. Шаблончик простой, как 3 копейки. Большой потенциал в него не вкладывался. Иногда, знаете ли, нужно под рукой иметь что-то простое, с минимальным количеством функций. Ну так вот, все это как раз про наш сегодняшний шаблон. Итак, что у нас по параметрам шаблона? Имеем два ряда рабочих отверстий. Основной ряд имеет 11 отверстий. Дополнительный ряд имеет 3 отверстия. Рабочие отверстия имеют резьбу. Во всех наших изделиях она одинакова, М14×2. В эти отверстия мы вкручиваем наши кондукторные втулки и сверлим через них заготовки. Можно использовать сверла как по дереву, так и по металлу. При сверлении глухих отверстий советуем использовать ограничители для сверла. Вы их сможете найти в соответствующей категории товаров в нашем магазине. Имеем несколько групп регулировочных отверстий диаметром 5 мм под нашу стандартную стяжку упор. Первая группа таких отверстий дает нам возможность позиционировать данный шаблон от края заготовки и до оси основного ряда рабочих отверстий на расстоянии от 8 до 12 мм. А также, если хотим получить от края заготовки до оси дополнительного ряда рабочих отверстий расстояние равное 37 мм, то выставляем в первой группе с помощью стяжки размер 8 мм. Вторая группа регулировочных отверстий дает возможность позиционировать шаблон от боковых торцов заготовки на расстоянии 37 мм до четвертого отверстия основного ряда и до пятого отверстия также основного ряда или до первого отверстия дополнительного ряда. Наговорил много информации, но запоминать это не обязательно. Благо на шаблоне есть маркировка, на которой все это указано. Ну и последняя группа регулировочных отверстий дает возможность позиционировать центр шаблона также от бокового торца заготовки на расстояние равное 40 мм, 60 мм и 80 мм. Это также указано на самом шаблоне. Наверное, сразу надо было сказать, что шаблон симметричен, но я думаю, вы уже и сами догадались об этом. Чуть не забыл упомянуть про наши зазубринки. Это указатели осей рабочих отверстий. Они находятся на переднем торце шаблона. Будут полезны при выставлении шаблона в нужном месте на заготовке по метке карандаша или по рулетке. Тут у каждого свой подход. Итак, давайте пошагово настроим шаблон для работы. Для удобства понимания в настройках позиционирования шаблона будем использовать термины перпендикулярной системы координат. Проще говоря, ось X и Y. Первый шаг. Сначала вкрутим в рабочее отверстие кондукторные втулки, чтобы не запутаться с дальнейшими настройками. Второй шаг. Выставляем расстояние от торца заготовки до оси продольного ряда рабочих отверстий. Это наша координата Y. В первой группе регулировочных отверстий выставим необходимое расстояние до оси основного или дополнительного ряда рабочих отверстий с помощью наших стяжек упоров. Третий шаг. Позиционирование вдоль торца заготовки. Это наша координата X. Тут есть два варианта. Первый вариант. Можно выставить шаблон по указателям оси, предварительно сделав метку на заготовке карандашом или по рулетке, кому как нравится. Большим плюсом такого варианта есть возможность работать на длинных заготовках или по месту на собранном изделии. Второй вариант. Можно использовать боковые регулировочные отверстия и позиционировать шаблон от бокового торца заготовки. Все, шаблон настроен и готов к работе. Осталось установить шаблон в нужном месте на заготовке и произвести сверление. Выставили расстояние по оси X. А теперь выставили расстояние по оси Y. Теперь шаблон спозиционирован в нужном месте. Осталось только произвести сверление.
Сверлим глухое отверстие через втулочки, применив при этом ограничитель на сверло. Теперь можно убрать наш кондуктор и произвести монтаж фурнитуры. Можем сверлить различные корпусные заготовки, сверлить под крестообразные ответные планки петель и многое другое. У каждого на производстве свои нюансы и задачи, поэтому вариантов применения даже у такого простого шаблона может быть сколь угодно много. Здесь уже все зависит от вашей фантазии и поставленных задач, которые надо решить. Да, и не забудьте о крепкой фиксации шаблона на заготовке. Как обещал ранее, видео получилось недолгим, но, надеюсь, информативным. Мебельный кондуктор на базе такого шаблона получится простой, но с достаточным количеством настроек, будет полезен вам в работе. Также хочу упомянуть, что идею подкинул наш клиент Олег с Днепра, за это ему отдельное спасибо. Кстати говоря, всего было 3 разных шаблона. В этом видео я рассказал вам только об одном. Смотрите другие наши ролики, в которых я расскажу об остальных 2 шаблонах Олега. Предлагаю подписаться вам на наш канал, чтобы не пропустить другие наши новинки. Мы стараемся дополнять нашу систему новыми шаблонами, чтобы каждый мог выбрать себе подходящий вариант. Поэтому, если у вас есть интересные идеи и предложения, то пишите к нам на почту или в телеграм-канал. Контактная информация расположена на нашем сайте. На этом все. В комментариях пишите, что вы думаете о данной идее. Обратная связь с пользователями наших изделий благоприятно влияет на развитие нашего продукта и всей системы в целом. Всем спасибо за внимание. Пока.